Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же по вам страдает? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, записывайтесь, телефон под видео. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ой, какой вы романтик. У вас такая нехватка романтики, нехватка именно, вот знаете, настоящих любовных отношений. У вас столько скопилось уже вот нерастраченной любви, заботы, да? Вот мечтаете, вы очень сильно мечтаете о той одной единственной женщине, которая вот станет вашей как раз императрицей. Вы не будете распыляться на разных женщин, вы не будете крутить романы. Те из вас, опять же, я делаю акцент на том, что это общий расклад, да, понятно, что некоторые все-таки крутят романы, так немножечко влево прыгают. Но все равно большинство больше любят постоянство. Вы мечтаете именно о своей женщине-императрице, причем вы такой человек, который, вот вы просто в омут с головой нырнете, если появится новая женщина. И вот что бы вы мне ни говорили, ни писали, вы все равно таким были, таким есть и таким и будете. Как бы жизнь вас ни била, вы будете таким же заботливым, таким же нежным, таким же внимательным, да? Вот вы такой человек, который отдаст все ради любимой женщины. Но есть такая черта, что вас лучше не обижать, вас лучше не злить. Вы будете долго терпеть, долго проглатывать обиду, но потом вы вот как пружина выстрелите, и тогда мало не покажется. Да, вы терпеливый человек, но терпите до поры до времени. Причем даже от любимой женщины вы будете терпеть до поры до времени. А потом вы скажете, ну елки-палки, я же все-таки мужик, да, ну что же об меня ноги вытирают. И тогда уже неба будет мало и земли. Сказать, что вы чем-то были обделены в жизни, я не могу. Вы как раз вот любимчик фортуны, да, вот хочется сказать, что как-то то ли вас вот высшие силы оберегают, да, то ли это ваши ушедшие предки, вот как ангелы-хранители, они вас реально оберегают, потому что были такие ситуации в вашей жизни, когда вы либо же были вот на краю пропасти, да, у каждого это своя пропасть, кто-то тоже клиническую смерть пережил, кто-то там тоже, может быть, в аварию, не дай бог, попадали, либо еще что-то, да, вот. Ну, то есть вы выживали, что еще, казалось бы, шаг, и все, и вас могло не стать. Ужасные, да, вот жуткие вещи, не хочу об этом говорить, но тем не менее вы меня поняли, да, вот есть у вас ангел-хранитель, чтобы вы знали, я думаю, вы в принципе даже чувствуете, что есть какая-то неведомая сила, которая вас оберегает. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет, бывали у вас такие случаи? Смотрите, вы такой романтик, вот у нас весь расклад именно вот идет о романтике. Я сейчас обращаюсь к тем, кто, может быть, опустил руки, да, потому что среди вас есть такие ребята, которые по той или иной причине уже как бы опустили руки, да, вот не получается устроить личную жизнь, не получается именно найти ту самую императрицу, которую хотелось бы, уже длительный период не получается. Во-первых, я еще раз, да, вот делаю такое маленькое объявление. Это может быть воздействие магическое, да, что вы длительный период не можете устроить серьезные отношения, личную жизнь, да, ну, романтики, а у некоторых, может быть, даже романов не было. Поэтому, если хотите, никого не заставляю, можно сделать диагностику негатива, потому что очень часто делают на одиночество, да, вот ставится порча на одиночество. Поэтому я вас приглашаю, если есть такое желание, особенно вот кто по себе чувствует, что что-то не так происходит, добро пожаловать, записывайтесь. Далее. Смотрите, вы человек, который
исключительно сам привык решать свои какие-то житейские проблемы. Ну вот вы не любите плакаться, вы не любите кому-то особо даже рассказывать. Ну разве что единицам самых близких, там, ну либо родственники, либо же это друг может быть один, но самый надежный. Вы очень сильный человек и физически, и морально. И даже те тяготы, вот, которые были в вашей жизни, вот я как говорила только что, да, вы их настолько вот стойко всегда выносите, всегда привыкли, вот даже из коленей вы всегда встаете победителем. Вы не привыкли сдаваться по жизни абсолютно. Далее. Очень любите путешествовать. Ну как, понятно, что не у всех есть, конечно же, возможность часто путешествовать. Но, возможно, кому-то из вас, да, вот если нет возможности, хотелось бы поехать куда-то. Кто-то из вас ездит, да, любите что-то познавать, да, вот такое есть любопытство, что ли, да, вот в вашем характере, вот черта такая. Вы любите читать, может быть, любите видео какие-то познавательные, там, документальные фильмы, да, вот передачи смотреть, любите, ну так, причем разносторонне развитый вы человек. Живете, конечно же, душой и сердцем. Вот нету какого-то расчета. Это ваша такая маленькая слабинка. Вот нет расчетливости. Привыкли слушать сердце. Вообще, в общении с людьми, в общении с женщинами, конечно же, да, вот особенно когда вы выбираете женщин, только сердце слушайте, исключительно сердце. Итак, давайте-ка будем смотреть теперь ближе к делу, да? Какая же женщина пришла к нам на расклады? Кто же страдает по вам, да? Прям интересно. Ух ты! Я бы даже сказала, знаете, сейчас уточню. А по вам страдает даже не одна женщина. Во как поворот. Одна из них может быть даже замужняя, а вторая свободная. Да, да, две женщины страдают. Они абсолютно разные. Сейчас будем смотреть, что это за женщины, да, по очереди. Итак, ну как, сначала давайте-ка посмотрим, что это за замужняя дама, да, и с чем ее едят, и что это вообще за человечище такое. Дама, которая склонна к левакам, она, да, она либо в гражданском браке, либо просто живет, ну, в любом случае у нее есть отношения, она не свободна. Вы с ней общаетесь, пересекаетесь, она, я думаю, ну, где-то вашего возраста, может быть, чуть поменьше, помладше, может, скорее всего, быть брюнетка, хотя, опять же, помним, что это общий расклад. Женщина такая с наглецой, очень общительная. Такие женщины обычно сами пристают к мужчинам. Такие женщины сами кадрят мужчин. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот независимо на то, что у нее есть мужчина, да, она может спокойно флиртовать, приставать к другим мужчинам, особенно под шофе. Это женщина, которая исключительно использует мужчин ради своей утехи. Был какой-то у вас с ней разговор. Опять же, у всех проиграется вот разная местность, да, кто-то по работе, кто-то в компании, кто-то еще где-то. Я просто описываю женщину. Мы не привязываемся вот к одному месту. Был какой-то разговор, после которого вот вы как будто покорили ее сердце. Это какой-то был разговор, ну знаете, вот то ли о жизни, ну, о чем-то таком, знаете, обо всем и ни о чем. Такой вот, ну, скорее, дружеский разговор. Даже я вам скажу, что во время этого разговора она как раз с вами не флиртовала. Вот просто вы с ней разговаривали как хорошие приятели. И после этого вот она положила на вас глаз, вот как-то вы ее то ли своими рассказами, высказываниями, да, вот умозаключениями, я не знаю. Ну, то есть именно после этого она как-то запала на вас.
Вы стали в каком-то смысле вот ее наваждением. Вот ей захотелось, причем просто зароманить с вами, как вы понимаете, потому что у нее мужчина есть. Вот вы для нее стали как какой-то, знаете, вот, ну как такой недоступный трофей, да, вот я хочу получить этого мужчину, и я хочу приложить все усилия, чтобы его добиться. Но в то же время она побаивается особо проявляться к вам. Вы сейчас, я думаю, вы снова не уснете, да, будете мониторить, вспоминать свое окружение, да, с кем же вы там общались. Люблю я вас, ребята, интриговать. Отоспитесь потом как-нибудь, а сейчас нужно умственную деятельность на сон грядущий подключать. То есть она, знаете, вот и хочется, и колется. Вот вы ей понравились, она хотела бы зароманить. Она может делать какие-то попытки легкого флирта с вами и в дальнейшем. Она может какие-то шуточки вот в ваш адрес такие, знаете, вот адресовать. Ну, такая, знаете, вроде бы и с наглецой, но что-то ее в вас смущает. Почему она так в наглую с вами не идет? Вот побаивается, побаивается. Знаете еще, что может быть? Что вот этот ее муж, либо же партнер, да, смотря какие там отношения, ну, такой довольно сильный, властный мужчина. И, возможно, он немножко рога и скрутил, да, либо же подозревать начал в чем-то. Она побаивается. Вот я пока не вижу, что она будет активно вас атаковать, но вот какой-то флирт, на уровне флирта может быть. Постели с ней я не вижу. Она не готова пока вот, ну, прям в наглую совсем. Знаете, как будто она робеет перед вами. Вот как-то удивительно. Вот почему-то, знаете, она реально как будто робеет перед вами. Вот она считает, что вы такой, ну, как сильный, мужественный мужчина, который с легкостью может ее отшить, в принципе. То ли это внешность грозная ваша может быть, то ли это ваша такая, я не знаю, манера общения может быть. Опять же, у кого как проиграется, но почему-то она вас побаивается вот так прям в наглую брать, да? Вот она не может подойти, как вот девочки мальчиков снимают, она не может к вам подойти. То ли это ваша солидность такая, да, вот еще может быть, что она понимает, что вы не настроены на романы. Еще этот момент может быть. Поэтому она боится быть отшитой. Видно, после того разговора, вот, о котором я говорю, ну, вы все-таки дали ей понять, что вы серьезный человек, что вы не про романы, да, романы это не ваши, поэтому вот есть некие сомнения. Давайте-ка посмотрим теперь, что же за свободная дамочка страдает по вам, да? Так, ну страдает, но это трындец страдает. Вот вы у нее как какой-то, знаете, как отец, наставник, вот это однозначно моложе. Это более молодая дама. Она веселая, она жизнерадостная, она такая, ну, веселушка-хохотушка, я бы ее назвала. Она тоже входит в круг вашего общения. Опять же, я не привязываюсь ни к чему, да, потому что у всех разный круг общения, просто описываю. Девочка не очень опытная, девочка, которая, ну, мало имела партнеров в своей жизни, и вы у нее ассоциируетесь как раз вот с таким вот серьезным мужчиной, опытным, да. Может, кстати, проиграться, что она без отца выросла, и еще у нее тяга к вам вот как к отцу. Очень часто такое бывает. Вот девочки, которые без отца выросли, они тянутся к партнерам более старшим. Это именно подсознательно происходит, потому что инстинкты никуда не деваются, да, вот хочется именно отцовской заботы, отцовского внимания, поэтому такие девочки и замуж выходят очень часто за более старших мужчин. Здесь тяга не только как к отцу, да, а еще сексуального характера, конечно же, тоже. Вот она о вас мечтает. Вот такая вот юная девочка, вот она мечтает, вот как бы у вас был роман, да, как бы было хорошо, если бы вы были вместе, но в то же время она понимает, что,
Но то ли вы намного старше, еще может это быть, да, вот там 20 лет, у кого как проиграется. Намного старше, да, вот она почему-то не допускает, что это может случиться. Это на уровне мечтаний. Она сожалеет очень, что вряд ли вы будете вместе. Она не будет ничего делать, чтобы вас как-то заполучить, потому что, ну, вы на нее не смотрите как на женщину, она это видит. Да, она запала на вас, да, она переживает, она такая влюбленная юная особа, но в то же, в то же время она понимает, что вряд ли у вас что-то получится. Еще знаете что? Она почему-то считает, что, возможно, у вас есть много женщин, да, либо же вы общаетесь с женщинами, что вам не до нее. Возможно, она не очень осведомлена вашей личной жизнью, да, ну, я не знаю, у кого как проиграется, смотря в какой круг она входит. Может быть, вы где-то на дне рождения познакомились, и она, ну так, юная особа влюбилась, что называется. Девочка мечтает, девочка тоскует, да, но здесь такая дилемма, ну, я даже не знаю, в принципе, а давайте посмотрим, вот мне просто интересно, вот заметите ли вы ее какие-то вот взгляды, там, флирт или еще какие-то шаги с ее стороны, да, вот, будет ли она что-то делать? Нет, не будет она ничего делать. Нет, вот вы для нее так и останетесь такой вот серьезный, недосягаемый император. Вот она не будет, она так, знаете, в уголочке посидит, вот, как говорится, поплачет, пострадает за вами влюбленными глазами. Она не будет за вами бегать, потому что это нереально. У вас будут другие женщины еще атаковать, поэтому один вы не будете однозначно. Даже не одна женщина будет вас атаковать, но это уже совсем другая история. Поэтому вот такие вот две особы. Ну, в принципе, знаете, это скорее расклад такой, ну, даже для развлечения, да, чтобы вот вы просто знали, да, что вот за вами там сохнут две такие дамы. Одна замужняя, одна неопытная, да, назовем ее так. В принципе, ни с одной из них я не вижу у вас каких-то там отношений, романов, да, потому что обе прекрасно понимают. Одна занята вообще, абсолютно разные, да, и вы серьезный человек, и они тем более это видят. Поэтому вот такой развлекательный расклад у нас сегодня был. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!